Лаума – посланница лунной баллады детей «Морозной луны». Для своего народа она не просто жрица или лидер, она голос веры, хранительница преданий и символ надежды в мире, где сама истина давно стала хрупкой. С ранних лет Лаума несла на себе ответственность, которая редко приносит покой. Она была мягкой, внимательной и искренне доброжелательной ко всем, кто приходил с чистыми намерениями. Ее уважали не только люди, дикая природа отвечала ей тем же. Животные тянулись к ней, словно чувствовали внутреннюю гармонию, исходившую от нее. Даже перед лицом враждебности Лаума сохраняла спокойствие. Но если зло не отступало, она умела быть суровой и решительной. Многие из детей Морозной Луны приходили к ней за советами и ответами. Лаума отвечала, но не на все. Она чувствовала, что существует правда, к которой ее народ еще не готов, и потому это бремя она долгое время несла в одиночку, полагая, что истина может оказаться для них разрушительной. Все изменилось после встречи с путешественником. Именно он подтвердил то, что Лаума давно ощущала сердцем, что с луной и небом что-то не так. Узнав, что она не одна в своих сомнениях, Лаума наконец находит в себе мужество открыть правду своему народу. С этого момента становится ясно: прежний мир больше не может сохраниться неизменным. При этом ее доброта остается неизменной. С наступлением ночи дети Морозной Луны собираются в своей башне. Это странное место. На ее вершине всегда сияет полная луна, а у основания лежит почва острова Хииси. Стены башни сотканы из белого лунного света, сквозь них можно пройти, словно через туман. Однажды старая жрица сказала: «О, как милостива лунная богиня! Даже если не все в нее верят, даже если не всем следует знать о ней, она дарует свою благодать без остатка». Все склонили головы в молитве. Все, кроме Лаумы. Она молча смотрела на луну, не отводя взгляда, как самый преданный из верующих или того, кто видит за светом пустоту. Лаума родилась в обычной семье детей Морозной Луны. Но с самого начала она была иной. В летописях говорилось, ее глаза напоминали лунный прилив, рога выросли под сиянием ночного неба, а серебряная кровь отражала свет, словно вода отражает луну. Ее сочли чудом, даром лунной богини. Для народа, забытого временем, она стала доказательством того, что их не оставили. Но вместе с этим даром пришла и ноша. С детства Лауме внушали, она станет посланницей лунной баллады. Она будет говорить от имени богини. Она не имеет права на слабость, сомнение или ошибку. Со временем Лаума осознала главное. Полная луна над ней была яркой, но безжизненной. В ней не было отклика. Настоящее движение, настоящий зов находились где-то далеко, за пределами ее досягаемости. Это ощущение не давало ей покоя, словно молитва, обращенная к нарисованному плоду, который никогда не сможет утолить голод. Тогда Лаума сформулировала для себя 3 заповеди. Первая – никогда не лгать. Молчание допустимо, но ложь недопустима, особенно для той, чьи слова верят без сомнений. Вторая – не поддаваться гневу. Посланница лунной баллады должна быть спокойна, как лунное озеро, но где проходит грань между яростью и справедливым возмездием? Третье – не меняться. Ее народ слишком хрупок, любое колебание может разрушить его веру, а значит, Лаума должна оставаться символом. Но когда правда о луне и небе была раскрыта, все 3 заповеди утратили прежний смысл. Впервые Лаума позволила себе слабость и поделилась своими сомнениями с животными. Они приняли ее без осуждения, сказали, что она всегда была доброй, что она не изменилась, и лишь один кот заметил, ее главная проблема – упрямство. Это упрямство проявлялось во всем. Она настаивала на полноценном обряде помолвки для девушки, решившей покинуть родинные земли. Лаума лично провела весь ритуал, исполнив все роли сразу, потому что так должно быть. Она провожала старейшину в последний путь,
И именно тогда услышала вопрос, которого боялась всего. «Лунная богиня ведь не существует, правда?» Лаума не ответила. А старейшина лишь улыбнулась, понимая, что время идет независимо от богов, и жизнь продолжается. Лаума училась складывать бумажные звезды с детьми, хранила загадку лунного колеса, появившегося рядом с ней при рождении, искала ответы в истории Гипербореи, во времена, когда в небе сияли 3 луны. Но ответов не было. Возможно, лунное колесо не дар и не чудо, а напоминание о бдительности, о сдержанности, об ответственности. И потому Лаума вновь сжимает лунное колесо в ладони, мысленно повторяя свои 3 заповеди, уже зная, что истина важнее любой утешительной иллюзии.